Добрый день, уважаемые коллеги. Вооруженные силы Российской Федерации совместно с сирийскими властями продолжают принимать меры по стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике. Сирийские правительственные войска завершают операцию по освобождению от террористических группировок района бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде города Дамаск. За прошедшие 6 лет данный район превратился в убежище террористов ИГИЛ, прибывших туда после разгрома бандгрупп в различных районах Сирии. Таким образом, после окончания данной операции сирийская столица со всеми пригородами будет полностью освобождена от бандформирований. В настоящее время отряды террористов ИГИЛ в западной части Ярмука рассечены, завершается их разгром по частям. Под контролем правительственных войск находится уже более 65% территории данного пригорода. С вооруженными формированиями, контролирующими районы Яльда, Бабила, Сиди Мигдат, Байт-Сахам достигнута договоренности о прекращении сопротивления, сдаче вооружения и выходе изъявивших желание боевиков в северные районы Сирии. Боевики сдали правительственным войскам 1236 единиц стрелкового оружия. С 3 мая проводится операция по выводу боевиков и членов их семей из восточных районов Ярмука через гуманитарный коридор Бейт-Сахам. В течение суток выведено 1348 человек, в том числе 506 боевиков и 842 члена их семей. Вывоз боевиков и членов их семей в Эль-Баб, в провинции Идлиб, осуществлен колонной из 36 автобусов в сопровождении сирийского, арабского, красного полумесяца. Оставшиеся боевики намерены воспользоваться объявленной сирийскими властями амнистией, чтобы урегулировать свой статус и вернуться к мирной жизни. Российские специалисты оказывают содействие сирийским властям в восстановлении гражданской инфраструктуры в Восточной Гути и Восточном Каламуне, недавно освобожденных от бандформирований. В указанных районах осуществляется разминирование местности, восстанавливаются социально значимые объекты, возобновлены электроснабжение и подача воды. Подразделения российской военной полиции оказывают содействие местным властям в поддержании общественного порядка, осуществляя на постоянной основе патрулирование этих районов для поддержания стабильности и предотвращения возможных провокаций. Российский центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по оказанию гуманитарной помощи жителям населенных пунктов, освобожденных от боевиков. Только за последнюю неделю российским военнослужащим проведено 10 гуманитарных акций, в ходе которых населению было передано более 25 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Медицинская помощь оказана более 1000 мирных жителей. Вместе с тем, потребность жителей освобожденных территорий гуманитарной помощи превышает текущие объемы поставок со стороны Организации Объединенных Наций и России. В этой связи выглядит сверхциничной позиция руководства США и некоторых европейских стран, заявлено на прошедшей донорской конференции в Брюсселе о запрете любых поставок гумпомощи в подконтрольные сирийским властям районы. Хочу особо подчеркнуть, что сегодня в районах, подконтрольных сирийским властям, проживает почти 90% всего населения Сирии. А так называемая международная помощь из расчета на одного человека в районах, подконтрольных непримиримой оппозиции и террористам, в 34 раза выше, чем в районах, контролируемых законным правительством. Уже по этим показателям должно быть понятно, что все заявления, которые слышатся из Вашингтона, Лондона и других европейских столиц о якобы стремлении помочь сирийцам, пострадавшим от военных действий, не более чем пустословие. Особо острой сохраняется гуманитарная ситуация в подконтрольных США районах, ранее освобожденных от боевиков ИГИЛ. Речь прежде всего о лагере беженцев Рукбан в оккупированном американскими войсками сирийском районе Эт-Танф, а также бывшей столице ИГИЛ город Раки. Несмотря на сделанные ранее обнадеживающие заявления, представители США продолжают блокировать любые поставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев Рукбан, где нуждается в помощи около 50 тысяч сирийцев, большинство которых составляют женщины, старики и дети. Региональное командование армии США отказывается гарантировать безопасность захода гуманитарных колонн
Организации Объединенных Наций и Международного Красного Креста в населенные пункты ТАМФ, настаивая на передаче всех продуктов, воды и предметов первой необходимости только подконтрольным американцам бандам боевиков. Все это мы уже проходили и в Алеппо, и в Восточной Гуте, и в Дейр-эз-Зоре, когда за кусок хлеба люди вынуждены были брать оружие в руки и идти воевать с законным правительством, чтобы выжить самим и прокормить свои семьи. Хочу напомнить, что после освобождения этих городов от террористов в них были обнаружены огромные запасы продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров, находившихся на складах боевиков. А в это время простые сирийцы умирали от голода и болезней. Обо всем этом рассказывают сотни сирийцев, в том числе и в интервью зарубежным средствам массовой информации. Не это ли является преступлением против человечности? Не менее тяжелая гуманитарная ситуация сохраняется в сирийской Раке, превратившейся после ковровых бомбардировок международной коалиции в город-призрак. С момента освобождения от террористов жители Раки лишены возможности получения гуманитарной помощи от международных организаций из-за нежелания США допускать туда гуманитарные конвои сирийских властей и международных организаций. При этом от самих США и их союзников по коалиции никакой помощи жителям города Раки не оказывается. На этом фоне сирийские власти совместно с Российским центром примирения продолжают работать над созданием условий для возвращения граждан в места прежнего проживания. Так, в Восточной Гуте в свои дома вернулось уже более 63 800 человек. В Восточном Коломуне 5219 бывших членов бандформирования сложили оружие и были амнистированы. Из зоны деэскалации Идлиб через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духар и Тель-Султан в провинции Алеппо вернулось 9508 человек. В провинции Дейр-эз-Зор в населенные пункты на восточном берегу Ефрата с 4 декабря 2017 года вернулось 46 747 человек. Только за последнюю неделю в свои дома возвратилось более 2700 мирных жителей. В сирийском городе Дума завершила работу группа экспертов Организации по запрещению химического оружия, проверявшая информацию о якобы совершенной 7 апреля правительственными войсками химической атаке. Офицерами Российского центра по примирению враждующих сторон и военной полиции обеспечена неприкосновенность и сохранность всех предметов и мест предполагаемых химатак, обнаруженных в Думе после освобождения от боевиков. Инспекторам был предоставлен полный и беспрепятственный доступ во все интересовавшие их районы, здания и помещения, где они работали столько времени, сколько им было необходимо. Российскими военнослужащими военной полиции и Центра примирения было сделано все для обеспечения безопасной работы миссии ОСХО в Сирийской Думе. Хочу подчеркнуть, что данные задачи российские военнослужащие выполняли зачастую с риском для жизни. В ходе работы в Восточной Гуте эксперты ОСХО посетили 2 квартиры предполагаемого применения отравляющих веществ, где взяли необходимые пробы, а также лабораторию террористов и склад химических веществ. Также инспекторы посетили госпиталь города Дума, где опросили местных жителей и участников постановочного видео, снятого членами организации «Белой каски», а также взяли необходимые пробы. Напомню также, что 26 апреля российская сторона организовала доставку участников и свидетелей съемок этого постановочного видео в штаб-квартиру ОСХО в Гаагу, где в ходе брифинга представители стран-членов организации смогли лично задать им интересующие их вопросы. В рамках данного мероприятия представителями Минобороны России были приведены неопровержимые факты, указывающие на постановочный характер всех так называемых доказательств, распространяемых белыми касками. Непонятно, почему представители США и некоторых европейских столиц, которые больше всех кричали якобы химатаки в Думе 7 апреля, не пожелали лично пообщаться с живыми свидетелями провокации белых касок, которые приехали в Гаагу. Хотя сегодня, когда всплыло столько фактов и свидетелей той чудовищной провокации, всем, похоже, и так все понятно. Не поэтому ли появилась информация о прекращении финансирования белокасников со стороны США? Вероятно, результаты деятельности этих мошенников не соответствуют финансовым вложениям. В настоящее время ожидаем отчета комиссии ОСХО с результатами работы экспертов организации в городе Дума.
Мы внимательно следим за развитием ситуации на территории Сирии и продолжим информировать вас о ее изменениях. Спасибо за внимание.